Привет! Я как-то раз обещала вам рассказать про украшения из гипса. В этом году я не буду делать именно новогодние видео, они у меня будут просто зимними. Причем к зимним я отношу в основном те проекты, которые связаны с белым цветом. Очень логично. Например, сегодняшнее видео про гипс и следующее про облака. Что касается Нового года, эти видео можно делать каждый год. Тем более этого на ютубе сполна, а мне сейчас хотелось уделить время именно тем проектам, которые вы, собственно говоря, и увидите. Но если кто не видел, в прошлом году я делала большую серию видео про Йоль. Не спрашивайте, что это, лучше посмотрите. Я старалась сделать эти видео атмосферными и надеюсь, они смогут поднять вам новогоднее настроение. Но вернемся к гипсу. Я с этим материалом работала в детстве, когда еще знать не знала про эпоксидку, потому что мне родители как-то раз подарили специальный набор, где был, собственно, гипс и формочки, из которых можно было сделать много классных элементов. Так я и открыла для себя этот материал. Он вполне доступный, и его не надо недооценивать. Его надо разводить водой, но я в свои, наверное, 12 лет почти в каждой работе использовала клей ПВА. Это была эпоксидка моего детства. И я как-то раз подумала, почему бы воду не заменить клеем ПВА, потому что, по моей логике, таким образом фигурки должны были получаться прочнее. И я не знаю, точно ли это. Я что-то не додумалась проверить это во время съемки процесса работы. Но, тем не менее, сегодня я решила повторить все именно так, как когда-то делала в детстве. Гипс. Я, кстати, покупала его специально для этого видео, но до этого он уже успел пригодиться мне в травнике, так что упаковка открыта. Я замешала гипс с ПВА в пропорциях 2 к 1, то есть на 2 ложки гипса 1 ложка ПВА. Но так как я делала это ложками, здесь не особо получается соблюдать четкие строгие пропорции, но это и не так страшно. Вполне можно добавить чуть больше клея, от этого масса будет более жидкой и просто будет чуть дольше застывать. Дальше нужно хорошо перемешать. И после можно заливать формы. Да-да, те же самые силиконовые формы, которые продаются для смолы, для мыла, для чего угодно. Только важно после заливки хорошо постучать формой по столу, чтобы, если что, все пузырики поднялись. Они бывают в том случае, если замес очень густой. Плюс таких прозрачных форм в том, что если и есть пузырь, то его можно увидеть и палочкой забить эту пустую полость гипсом. В те формы, где предусмотрена дырочка, я вложила колечки для дополнительной прочности. Еще я попробовала прикрепить основы для брошек, но, например, вот эта птичка, которую вы сейчас видите, я стала слишком рано ее доставать, и она сломалась. Мне не терпелось посмотреть, что у меня получится, но я сделала еще одну. С гипсом, кстати, удобно то, что все инструменты довольно легко очистить от него, и, например, одноразовую ложечку можно вполне себе использовать несколько раз. Единственное, что я не знаю, сколько такой замес сохнет. Я не высчитывала, а просто оставила его на ночь и продолжила работу на утро. Если какая-то часть гипса вот так вышла за форму, это очень легко отколоть руками или с помощью ножика. Из этой птички я решила сделать елочную игрушку. Для этого я взяла мягкую проволоку для творчества и сделала из нее петельку. Я приклеила ее УФ-смолой, но вместо нее можно использовать любой хороший клей или даже тот же ПВА. Птичку формата воробей, синица, снегирь я решила покрасить акрилом, прибегая к помощи скотча. Такой вот матовый скотч очень легко отходит от поверхности, не оставляя следа, поэтому можно не бояться, что ваше изделие испортится.
И вот что в итоге получилось. И для надежности я решила попробовать покрыть это все топ-гелем и засушить в лампе. Топ в данном случае не только придает глянцевый эффект, но и выполняет укрепляющую функцию. До того, как снять эту озвучку, я довольно много раз ходила с этой брошкой, чтобы проверить ее на прочность. И кто подписан на меня в Инстаграме, наверняка видели вот эту сторис, где я спрашивала, собственно, как вы думаете, из чего она сделана по фотографии. И довольно много, да почти все угадали, что это был гипс. И я очень рада, что у меня такие шарящие в творчестве зрители. Это прям очень приятно. Другой вопрос, как поведут себя фигурки без топа. И я решила устроить тест на прочность и взяла вот такой молоточек. На удивление, его удары гипс выдерживал довольно долго. Я лично думала, что с первого раза все разлетится. Что касается зайца, то тут очевидно, что самая хрупкая часть — это уши, которые, да, довольно легко отломать. Поэтому чем меньше мелких деталей, чем больше изделие похоже на такой крепкий комочек, орешек, крепкий орешек, тем дольше оно продержится. Капельку, например, не разломать руками никак, но перед очередным ударом молоточка она не устояла. Птичку формата синица, воробей, кто там еще, снегирь, я тоже хотела попробовать проверить на прочность, но потом мне как-то жалко стало ее. Да и она и так выдержала мои суровые будни. Хочу заметить, что целью этого видео было именно поделиться с вами этой техникой и показать, как можно делать, а не создать что-то с вау-эффектом. Поэтому я иногда занижала уровень своей щепетильности и делала, как делала. Надеюсь, это видео было для вас интересным и, самое главное, полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.